Рассмотрим два варианта закрытия макулярных разрывов. В первом случае идиопатический макулярный разрыв диаметром 638 микрометров. Выполняем по технологии 27H, устанавливаем порты, выполняем субтотальную витроктомию. Для лучшей визуализации стекловидное тело окрашиваем раствором дипроспана, благодаря чему лучше рассматривается задняя гиалуроновая мембрана и легче отделяется. Витроктомию выполняем в пределах видимости. Далее внутреннюю пограничную мембрану окрашиваем раствором трипанного синего, после чего выполняем непосредственно пилинг внутренней пограничной мембраны, начиная с темпорального захвата и дальше от периферии к центру выполняем рексис. Выполняем это плавными, нерезкими движениями для того, чтобы не повредить края самого макулярного разрыва. Немного расширяем диаметр макулы рексиса для того, чтобы края разрыва были более подвижными и лучше смыкались. После выполнения макулы рексиса витриальную полость замещаем раствор БСС на воздух, тщательно подсушивая макулярную область экструзионной канюлей. После чего на макулярное отверстие выполняем аппликацию плазмы, обогащенной тромбоцитами, удаляем порты, не накладывая на них швы, и пациент помещается в вынужденное положение вниз лицом на 3 часа. Во втором случае у пациента травматический макулярный разрыв, диаметр разрыва 1112 микрометров. Выполняем по технологии 25H. Закрывать макулярное отверстие будем при помощи инвертированного лоскута внутренней пограничной мембраны. Вначале стандартно выполняем витроктомию, окрашивая стекловидное тело раствором дипроспана для лучшей визуализации и удаления остатков задней гиалуроновой мембраны. Затем окрашиваем внутреннюю пограничную мембрану раствором трипанового синего. Мембрана визуализируется и отделяется не очень легко, поэтому приходится повторно выполнять окрашивание. И далее приступаем непосредственно к рексису внутренней пограничной мембраны. Начинаем с темпоральной области и постепенно от периферии к центру макулярного отверстия по кругу удаляем внутреннюю пограничную мембрану. При этом удаляем ее так, оставляя вокруг макулярного отверстия лепесточки, как у цветка. Так вот, постепенно по кругу удаляем внутреннюю пограничную мембрану на периферии, а в центре у нас остаются такие лепестки диаметром чуть больше самого макулярного отверстия. Расширяем края макулы рексиса, подчищаем края макулярного отверстия. Мы получили вот такой вот трилистник. Собираем его вокруг макулярного отверстия. Дальше при помощи капли ФОС первый лепесток расправляем над макулярным разрывом, а затем при помощи микропинцета вкладываем второй и третий лепесточки над макулярным отверстием. Расправляем его и затем аспирируем пузырь перстора, а в витриальную полость вводим воздух. Тщательно подсушиваем, а затем воздух заменяем на силиконовое масло 1300 синдекстоксов. На этом операция закончена. Удаляем порты.